Параграф 3. Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Пункт 1. Усиление идеологического контроля. Связи советской интеллигенции с интеллектуальными кругами на Западе после 1945 года стали сокращаться. Главной причиной стала начатая по инициативе США и их союзников холодная война, всплеск антисоветизма и маккартизма, распространившийся во всех сферах западного общества. Американский сенатор Джордж Маккарти с параноидальным упорством заявлял, что коммунисты хотят захватить власть в США. Из американских библиотек изымались книги просоветского содержания. Страну охватил антисоветский психоз. Шла охота на ведьм. Заподозренных в левых взглядах заносили в черные списки, выгоняли с работы. Это коснулось всех, от видных американских ученых до кинозвезд Голливуда. Со своей стороны, в Кремле развернули кампанию по борьбе с западным влиянием на отечественную культуру. В августе 1946 года по инициативе Жданова, курировавшего в партии сферу идеологии, вышло постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». Эти издания обвинялись в пропаганде чуждых концепций и безыдейных произведений. Критики подверглись писатель Михаил Зощенко и поэтесса Анна Ахматова, обвиненные в пошлости и упадничестве. В том же году постановление о репертуаре драматических театрах и мерах по его улучшению резко осудило излишнее внимание к пьесам западных авторов. Был снят с проката ряд кинофильмов режиссеров Пудовкина, Эйзенштейна и других. Композиторам Прокофьеву, Шостаковичу, Мураделли и другим предписывались декадентские тенденции и пренебрежение традиций. Это вело к свертыванию творческих связей с западными странами. В то же время внимание к русской классической культуре по сравнению с довоенными годами только росло. Пункт 2. Основные тенденции развития советской литературы и искусства. В области литературы особое место уделялось теме Великой Отечественной войны. Фадеев написал роман «Молодая гвардия», посвященный подвигу юношей и девушек из подпольной организации советской молодежи в Краснодоне. Одной из первых художественных книг о войне, созданной непосредственным участником событий, стала повесть Некрасова «В окопах Сталинграда». Она положила начало литературному направлению, названному впоследствии лейтенантская проза. Из-за недостаточности материально-технической базы в прокат выходило относительно немного фильмов. Те, что появлялись на экранах, вызывали, как правило, огромный интерес у зрителей. Музыкальная комедия «Кубанские казаки», военная драма «Подвиг разведчика», фильм-сказка «Золушка». В кинотеатрах демонстрировались так называемые трофейные ленты, американские, английские, французские фильмы, попавшие в СССР из киноархивов поверженной Германии. В 1947 году была учреждена Академия художеств СССР, ставшая достойной преемницей Императорской академии художеств. Советские художники и скульпторы, работавшие в рамках метода социалистического реализма, создавали выдающиеся произведения искусства. Такие картины, как, например, «Письмо из фронта» Локтионова, несли ряд непреклонной стойкости, становились символами надежды. Пункт 3. Развитие науки. После войны в СССР резко активизировались научно-исследовательские работы во всех областях знаний. Первоочередное внимание уделялось ядерной физике, использованию атомной энергии в мирных целях, ракетостроению, реактивной авиации, радиотехнике, электронике и тому подобное. Открывались новые научно-исследовательские институты, занимающиеся проблемами физики, химии, медицины, геологии и других. Вдвое возросло число научных сотрудников. За выдающиеся достижения в создании советской атомной бомбы Курчатову, Харитону
и другим было присвоено звание Героя социалистического труда. Над созданием советской ракетной отрасли трудилось множество ученых. Главным конструктором ракет-носителей, способных вынести в космос искусственные спутники и корабли с человеком на борту, стал Сергей Королёв. Советские разработки в этой сфере опережали исследования ведущих западных ученых. В научной среде поддерживалась творческая атмосфера. К сожалению, в ходе дискуссий по проблемам биологии президент Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук Лысенко инициировал борьбу против антинаучных опытов известных генетиков. В результате ряд из них был уволен, а научные разработки в этой сфере затормозились. В 1950 году Сталин лично принял участие в дискуссии по языкознанию, в ходе которой говорилось о развитии многонационального СССР, формировании единого советского народа. В области истории выходили работы, посвященные борьбе России и СССР за независимость, в том числе биографии русских князей, царей, полководцев, творческих деятелей. В 1952 году вышла работа Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», в которой доказывались преимущества советской системы хозяйствоведения, необходимость государственного контроля, неполноценность и ущербность рыночных отношений. Пункт 4. Советский спорт. В послевоенные годы большое внимание уделялось развитию массового спорта. Устойчиво росло количество коллективов физкультуры и физкультурников. Возводились новые стадионы. На недавно вошедших в состав СССР территориях создавались институты физической культуры. Быть обладателем значка ГТО, спортсменом-разрядником, спортивным тренером было престижно и модно. Государство оказывала системную поддержку в развитии спорта. Популярностью в народе пользовалась легкая и тяжелая атлетика, лыжные и конькобежные соревнования, плавание и другое. Получил настоящее признание хоккей с шайбой, но особой любовью пользовался футбол. Люди с нетерпением ждали очередной игры своих любимых команд – «Динамо», «Спартака», «Торпедо» и других. Именно в те годы начиналась блистательная карьера лучшего вратаря мира Льва Яшина. В 1951 году был образован Олимпийский комитет СССР, а в 1952 году советская команда ярко дебютировала на летних Олимпийских играх в Хельсинки, завоевав 22 золотых медали и заняв второе место в командном зачете. В 1948 году, после смерти в эмиграции оставшегося непобедимым легендарного русского шахматиста Александра Алехина, состоялся матч-турнир за звание лучшего шахматиста планеты. Победителем и новым чемпионом мира стал гроссмейстер Михаил Ботвинник.